Привет, на связи Кеша Фильм. В этом видео я покажу вам 12 фактов об аддоне Apocalypse Weekend, о которых вы, возможно, не знали. Я постарался собрать действительно редкие факты, так что надеюсь, что они вас удивят. Не забудьте подписаться на наши группы в ВК «Любители Postal 2» и Postal Games. Для начала немного информации о самом аддоне. Эта информация особенно будет полезна тем, кто начал свое знакомство с Postal 2 именно со Steam-версии. Официальной датой релиза Apocalypse Weekend принято считать 31 мая 2005 года. На самом же деле релиз случился гораздо раньше, а именно 1 августа 2004 года в России и других странах СНГ, а 22 апреля 2005 года в странах Европы. Причиной такой задержки является нарушение контракта со стороны издательства Whiptail Interactive, что и привело к дальнейшему отказу Rank Scissors от сотрудничества. К слову, на их сайте указано, что выход был задержан аж до 2006 года. Данный аддон изначально не был частью оригинальной игры, а распространялся отдельно, на отдельных физических носителях. Уже позже аддон распространялся в компиляциях типа Fuge Pack, но все равно запускался как отдельная игра. Для запуска требовалось наличие игровых файлов Postal 2. То есть, да, для запуска подходит абсолютно любая версия Postal 2, даже самая первая версия 1000. В отличие от Акеллы, которые для запуска требовали именно что установленный Postal 2 и обязательно от Акеллы. Видимо, таким образом они проверяли лояльность покупателя. Ну а теперь к фактам. Об этом секретном бонусном оружии вы наверняка знаете. В Steam-версии его можно встретить, если активировать расширенный режим, а в модификации A Week in Paradise это оружие доступно с самого начала, без каких-либо расширенных режимов, что довольно логично, учитывая специфику этой модификации. Однако знали ли вы, что это оружие впервые появилось именно в Apocalypse Weekend? Скорее всего, нет, потому что условия для получения данного оружия очень необычные и не совсем очевидные. Вам необходимо открыть вот эти 4 чит-кода. Чтобы открыть читы Hulk Smash и Limp Sniper, во время атаки зомби на особняк Винса, необходимо убедиться в том, что сотрудник РВС Брайан останется в живых до тех пор, пока не будут убиты все зомби. Казалось бы, что тут такого? Ситуация осложняется тем, что у Брайана крайне низкий запас здоровья, отчего он может умереть от пары ударов. Поэтому нужно стараться не отходить от него далеко. Чтобы открыть чит Rapper of Love, во время добычи урн и слоновьих ног необходимо убивать слонов, используя только косу. В принципе, несложное условие, учитывая, что слоны впадают в стан после первого удара, и в этот момент можно нанести еще 2 удара, которые и сразят слона наповал. Ну и для открытия чита Блейди необходимо воскресить несколько зомби. Сколько точно, мне сказать сложно. Я смотрел местный код и нихуя там не понял. Я не программист, уж извините. Могу предположить, что значение каждый раз разное, но чтобы точно убедиться, что условие выполнено, нужно уничтожить примерно 18 зомбей. У вас наверняка уже возник в голове вопрос, а как их вообще воскрешать? Ребята, пошаговая инструкция, слушаем. Зомбя необходимо располовинить так, чтобы у него остались целыми обе руки. Это крайне важно. Если случайно была отрезана даже кисть, то ищите следующую жертву. Я предпочитаю сначала располовинить косой, а потом разнести голову кувалдой. Получившийся результат обильно поливаем мочой. Продолжаем процедуру до тех пор, пока вы не услышите гром и церковное пение вдалеке. Вуаля! Зомби не просто воскрес, он также будет следовать за вами и защищать от враждебно настроенных к вам людей, и не только. Кстати, не обязательно выполнять эти условия за раз. Если вы что-то пропустили, после прохождения игру можно начать по новой и наверстать упущенное. Использование читов, кстати, негативно не повлияет. В конце игры, если все условия выполнены, вы увидите следующую надпись в статистике. При старте новой игры заветная книга будет ждать вас на этом месте. При ее активации вы получите возможность метать взрывоопасные головы Гарри Колмана, как прямой наводкой, так и самонаводящиеся, которые выбирают цель случайным образом. В целом, это та же атака, которой пользуется кошерный зомби. Как и в его случае, вокруг чувака летают головы Гарри Колмана, которые также могут быть уничтожены противником и тем самым лишить вас этой магической силы. Однако книги раскиданы на каждом уровне по 2 штуки, и их легко можно найти, ориентируясь либо на огонь, исходящий из книги, либо на звук.
Помните эту катсцену, которая воспроизводится, если попытаться выстрелить в ядерный боезапас? Катсцена крутая, ничего не скажешь. А помните ли вы ее в Apocalypse Weekend? Что ж, не дайте эффекту Манделы себя обмануть, поскольку этой катсцены там не было. Точнее, она должна была там быть, но ее не успели доделать. В случае с данным аддоном просто происходит небольшой взрыв, и чувак тут же погибает. Однако, как я уже сказал ранее, катсцену не успели доделать, но остатки от нее все же остались, и ее можно воспроизвести. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Собственно, дальше ничего не происходит, и объяснение этому есть. Катсцена пытается воспроизвести несуществующую скриптовую секвенцию, которая должна отвечать за последующий конец игры и предложение загрузить последнее сохранение. То есть кто-то из левел-дизайнеров вписал сюда тег будущей скриптовой секвенции, но по итогу о ее создании либо забыли, либо сроки уже поджимали. Разумеется, разработчики модификации A Week in Paradise заметили данную недоработку и сделали катсцену полностью рабочей, а после она перекочевала в Steam-версию с дополнительной сценой. Хотелось бы отметить еще одну фичу, которая была подготовлена для данного аддона, но не была использована. Это двери, которые можно уничтожить либо кувалдой, либо взрывом. Я поставил на карту такую дверь, и, как видите, все работает как надо. Да, не хватает эффекта разлетающихся щепок, но это уже мое упущение, я просто не назначил этот эффект. Я могу лишь предположить, что код такой двери был написан довольно поздно, когда на уровнях уже были расставлены обычные двери, и переделывать каждую было бы просто время затратно. Как здорово, что в редакторе Steam-версии можно просто выделить несколько акторов и заменить их на другой. Спасибо вам за эту фичу. И, как вы уже догадались, разрушаемые двери перекочевали в A Week in Paradise. Знакомьтесь, это Патрик Бланк. Сегодня он является ведущим левел-дизайнером студии Probably Monsters, а до этого был в студии Running Games. Его карьера левел-дизайнера началась именно с Apocalypse Weekend, чего он, кстати, не скрывает, хотя и признает, что это не самая его выдающаяся работа, которой можно было бы похвастаться в наши дни. И я его прекрасно понимаю. Правда, почему-то на его сайте выставлены скриншоты из оригинального Postal 2, но это уже мои придирки. И что, думаете, на этом все? Это весь факт? Конечно же, нет. Во время налета зомби на особняк Винса можно заметить вот такого вот зомбя, который выделяется из остальных. Если вы подумали о том, что этот зомби и есть Патрик Бланк, то держите балл за вашу сообразительность. Однако, как-то он не очень похож, верно? Давайте посмотрим на саму текстуру лица. На первый взгляд тоже не сильно похоже, однако если открыть исходник текстуры и выключить основной слой, мы увидим лицо молодого Патрика Бланка. Ну, вот теперь точно нет сомнений, что это он. Интересно, а Патрик вообще в курсе, что его лицо используется для зомби? Было ли это спланировано? Патрик, если вы вдруг смотрите это видео, пожалуйста, напишите в комментарии. Может быть, у вас остались какие-нибудь воспоминания со времен разработки. Комьюнити Postal сегодня очень большое, и поверьте, им будет интересно вас послушать. Сложность «Они ненавидят меня» появилась в оригинальном Postal 2 с первым патчем 1.3.3.7. Да, ее не было в самой первой версии, если кто не в курсе. Несмотря на то, что эта сложность находится последней в списке, она не является самой сложной, как заверяют разработчики. При ее активации все, у кого есть при себе оружие, изначально враждебно настроены к игроку, даже сотрудники РВС. Полицию также не обошли стороной, и вместо того, чтобы пытаться вас арестовать, они предпочтут стереть вас в порошок. И как выяснилось, вот такая смена приоритетов может подарить действительно новые и свежие ощущения от игры. К сожалению, в Steam-версии данная сложность осталась в тени новоиспеченных уровней сложности, такие как Postal, Impossible и... А как обстоят дела с этой сложностью в Apocalypse Weekend?
Вот здесь и начинается сказ об этом факте. Учитывая, что большую часть времени вы будете то и дело связываться с вооруженными противниками, вы можете не заметить разницы от этой сложности вообще. Однако, всю боль вы испытаете тогда, когда дойдете до особняка Винса Воскресенья. Просмотрев катсцену, вы обнаружите, что чувак... мертв? Да-да, все верно. После того, как катсцена завершится, вы не сможете ничего сделать, даже банально ввести какой-нибудь чит-код. Вы уже догадались, почему это произошло? Давайте я вам напомню, что играя на сложности «Они ненавидят меня», к вам враждебны все, у кого есть оружие. У кого есть оружие на этом уровне? Правильно, у сотрудников РВС. Получается, чувака убивают, пока идет катсцена? Давайте проверим. Действительно, так оно и есть. Исправить данную ситуацию было бы просто, если бы левел-дизайнер просто расположил стартовую позицию чувака куда-нибудь подальше от злых глаз ребят из РВС. Или же прописать чуваку свойство, которое не позволяло бы ему получать урон, пока воспроизводится катсцена. Но вы действительно думаете, что РВС вообще тестировали этот аддон с этой сложностью? Вопрос слишком риторический. К слову, то самое свойство, которое я упомянул до этого, все-таки было добавлено в Steam-версию. И как итог, чувак не умирает в этой сцене. И это нововведение наверняка спасло не одну сцену от такой злой судьбы, вызванной условностями уровня сложности. Кстати, поделюсь своими воспоминаниями. Когда я наткнулся на эту самую проблему, я все же отчаянно перезапускал этот уровень в надежде, что мне все-таки повезет. И мне повезло. Возможно, Брайан отвлекся на очередного зомбя. Как вы наверняка знаете, в Apocalypse Weekend невозможно получить полицейскую форму или же костюм мазохиста. Однако все вы наверняка экспериментировали с читами, учитывая, что некоторые читы перекочевали из оригиналов аддон. Таким образом, с помощью читов возможно получить как полицейскую форму, так и костюм мазохиста. Однако, если вы все-таки наденете один из этих элементов одежды, то столкнетесь вот с таким результатом. I am the law. Да, безголовый чувак — это, конечно, интересно. Можно таким образом пройти всю игру. Если переодеться обратно или же перейти на следующую локацию, голова волшебным образом не вернется. Почему же так? Объясняю. Сейчас будет много технической воды, поэтому приготовьтесь. Для начала стоит отметить, какие особенности есть у самой системы смены одежды. Данная система при использовании умеет менять модели и текстуры тела и головы, что ясно видно на примере костюма мазохиста. Даже если в скрипте не указать новую модель и текстуру головы, как в случае с полицейской формой, система все равно повторно назначит изначальную модель и текстуру. Казалось бы, все просто, а почему голова-то исчезает? Мы плавно спускаемся к самой голове. Технически, голова у персонажей и игрока в Postal 2 является отдельным актором, со своей жизнью. Как следствие, у головы есть свой отдельный скриптовый класс. В большинстве случаев везде используется один и тот же стандартный класс, когда у головы чувака в Apocalypse Weekend появился свой собственный. Возможно, это связано с тем, что для аддона была сделана новая модель головы? Отчасти это так. Но этот класс был написан для того, чтобы он фиксил баг этой самой новой модели. У модели есть порядковый индекс материалов, то есть текстур. Postal 2 по дефолту считает самый первый, в данном случае нулевой, индекс как основной. Однако моделлер, который создал новую модель, что-то перепутал и указал индекс текстуры волос как нулевой. Как следствие, при запуске игры у чувака по лицу размазывалась текстура волос. Что же сделали Running Inquisitors? Просто написали скриптовый класс для его головы, который по итогу считает первый индекс текстуры как нулевой, и как следствие этот баг исправляется. Но совместимость с ношением другой одежды пропадает. Вообще, было бы проще открыть 3D-редактор и исправить порядок индексов текстуры, но, как говорят сами Running Inquisitors, моделлер куда-то свалил, и исправлять это было некому. Данный досадный баг был довольно ловко исправлен в модификации A Week in Paradise, ведь в нем есть возможность играть с понедельника по пятницу, а там носить различную униформу возможность есть.
Я думаю, вы не удивитесь, если узнаете, что кошерный зомби Майк Джей имеет фичи, которые не были реализованы. Энтузиазм разработчиков был просто сломан от двух факторов. Необходимость сделать аддон за полгода, плюс последняя локация с мостом изначально не планировалась быть вообще. Чувак бы уезжал из Парадиза сразу после спасения Чампа. Давайте посмотрим, что же осталось в ресурсах самой игры. В первую очередь, это анимации. Есть такая под названием Charge. Судя по тому, что мы видим, этот босс мог бы разгоняться и, возможно, наносить таким образом урон, на манер слонов. Однако есть еще более ранняя версия этой анимации, которая оканчивается вот таким приземлением. Возможно, это самое приземление также могло нанести урон, если чувак оказался рядом. Ну а теперь перейдем к скриптам. Данная переменная намекает на то, что при ускорении босс все-таки наносил урон. Сами строки, отвечающие за функцию ускорения, остались и закаменчены. Но если вы думаете, что если я уберу эти слэши, то функция заработает сама по себе, то нет. Также к этой функции назначены эффекты. При топоте поднималась пыль, что вполне логично. Эта закаменченная функция дает нам понять, что босс иногда мог мычать. Тоже логично, коровье бешенство как-никак. Здесь идут определения для анимаций, и среди них есть Play Anim Kick, то есть босс мог пинаться. Я считаю, что этой функции действительно не хватает, потому что если подойти к боссу вплотную, то ничего не произойдет. Также босс мог бы бодаться, причем каждым рогом по отдельности. А вот эта функция намекает на то, что босс мог встать на дыбы и после этого хорошенько так наступить, нанеся определенный урон. Анимаций для этих фич также не было найдено в сливе альфа и бета ресурсов, что говорит о том, что фичи упразднили скорее всего из-за сжатых сроков. Однако вот вам еще один факт об этом персонаже, который присутствует в игре. Количество его здоровья напрямую зависит от выбранного вами уровня сложности. Чем выше сложность, тем быстрее воспроизводятся его анимации, а также он склонен пользоваться атаками чаще. В поздних изданиях по типу 10th Anniversary Collector's Edition в файлах Apocalypse Weekend можно найти файлы от модификации A Week in Paradise. В издании FugePack вообще лежит практически весь мод, который даже можно запустить прямиком через Apocalypse Weekend. Можно предположить, что эти файлы лежат не просто так, и их использовали для того, чтобы обновить этот аддон. Звучит заманчиво, но нет. Заглянув в местные скрипты, я не увидел, чтобы новые файлы хоть как-то использовались. А если и этого мало, то если удалить эти самые файлы, можно увидеть, что аддон спокойно запускается и не выдает каких-либо ошибок. Что ж, выходит, что в бухгалтерии что-то перепутали. Просто неприятно то, что в то время жесткие диски пользователей забивались ненужным хламом. Да, я понимаю, факт такой себе, но я думаю, вы догадались, что это было для того, чтобы счетчик упоминаний A Week in Paradise пополнился. В Postal 2 есть система триггеров. Это простенький актор, который запускает то или иное событие, если игрок касается этого триггера. У триггера может быть настроен радиус для прикосновения, либо же метод активации. Например, выстрелить в пространство, которое использует триггер. На протяжении существования Postal 2 у игры появилось несколько других видов триггеров, один из которых ведет различные подсчеты. Он называется Trigger Count. Он появился именно в Apocalypse Weekend и предназначен для того, чтобы активировать события после того, как определенное количество триггеров было задействовано. Вы могли видеть подобный принцип в Quake, и, как вы уже догадались, Trigger Count обильно используется в моментах, где нужно убить определенное количество противников. А теперь взгляните на это видео. Whoa, yada da vida, baby. Описать увиденное можно просто. Это классический спидранерский абьюз. Но как это получилось? Вначале я вам рассказывал про систему триггеров. Один из методов активации — это касание. Соответственно, да, Trigger Count также является подклассом триггера,
который активирует событие, если к нему прикоснуться. И так уж получилось, что разработчики поместили эти триггеры так, чтобы до них нельзя было добраться. Но в будущих апдейтах игроки могли буквально долететь до них с помощью лопаты. Дизайнеры уровней, видимо, не знали о такой особенности этого триггера и не стали заморачиваться с его расположением. Кстати, исправить это недоразумение можно двумя способами. Первый – спрятать триггер под карту, и таким образом уже никак не получится до него добраться. И второй – никуда его не прятать, а просто отключить у триггера настройки коллизии. Забавный факт, о котором некоторые игроки могли узнать совершенно случайно, играя в данный аддон. Не знаю, для каких целей это было сделано, но именно в Apocalypse Weekend NPC умеют лазить по лестницам. Да, необходимо понимать, что прохожие в оригинальной игре и аддоне — это разные акторы. Последние, естественно, имеют усовершенствованный код, позволяющий этих прохожих делить на несколько частей. На данном видео я смоделировал ситуацию, где прохожий может воспользоваться лестницей. Сейчас вы видите прохожего из оригинала. Как видите, полный отказ. А Лок тем временем ругается на отсутствующую анимацию подъема по лестнице. Думаете, в этом проблема? Что ж, тогда вот он, прохожий из Apocalypse Weekend. Да, Лок в этот момент сейчас также ругается на отсутствующую анимацию, но, как видите, ничего не мешает. Да, для справки, анимация использования лестницы появилась еще со времен Share the Pain, но, естественно, задействованы они были только для игрока, а не для прохожих, что, кстати, так и до сих пор не исправлено. Очередная фича, которая была вырезана почти в конце разработки, но осталась в файлах игры. Здесь у нас контроллер, который позволяет собакам охотиться за головами. Поясню, контроллер — это скрипт, отвечающий за возможности искусственного интеллекта для того или иного персонажа. То есть то, что он может делать или не делать. Да, возможно, вы помните, что с собакой можно поиграться, пнув ей голову, но здесь немного другой случай. Данный контроллер отвечал за то, что если собака увидит неподалеку упавшую с плеч голову зомби, то она тут же побежит за головой и разорвет ее в клочья. Давайте посмотрим, как это работает. Забавно еще то, что с данным контроллером собака становится бессмертной. Напоминает баг самой первой версии Postal 2, в которой, если покормить собаку, она становилась неуязвимой и никак не реагировала на поступающий урон. В отличие от большинства фич, которые остались незадействованными, у этой есть понятная причина отмены. Разработчикам она показалась просто ненужной, учитывая, что у игрока и так при себе достаточно оружия, которое способно расправляться с головами и не только. Еще их не устроило то, что такая собака могла лазить по лестнице, хотя то, что обычные собаки в игре могут без проблем эти лестницы использовать, их это, видимо, не беспокоило. Как обычно это бывает при рассмотрении неиспользуемого или удаленного контента, в той или иной игре обязательно найдутся модели или текстуры персонажей, которые не вошли в финальную игру. Этот аддон не является исключением. Давайте на них посмотрим. Это инженер по взаимодействию с бешеными коровами, а точнее его худая версия. Почему он не был задействован в игре, неизвестно, но вот что интересно. Название этой текстуры звучит как Cow Control Dude. Да, Dude. Неужели эта текстура предполагалась быть для чувака, и он должен был носить эту униформу как раз во время миссии с коровами? Об этом подумал не я один, а даже сами авторы Awaken Paradise. Они добавили возможность переодеться в этот самый костюм. Правда, по итогу в модификации это не было задействовано. И причина до боли проста и очевидна.
Текстура рук и тела принадлежит мексиканцу, так что теория о том, что этот костюм предполагался быть для чувака, полностью отпадает. Это грузчик. Он должен был находиться в Bullfish Interactive согласно названию его текстуры. Причины для его отсутствия в игре также неизвестны. Возможно, для него просто не нашлось подходящей локации. А это... Описание скриптового класса этого персонажа указывает, что это частично видимый спецназовец. И, как вы можете увидеть, это действительно так. Однако, где бы эти персонажи могли бы быть использованы, я не имею ни малейшего представления. Пишите свои варианты в комментарии. А далее я вам покажу текстуры тела и лица зомби, которые не были использованы в игре. Имейте в виду, что некоторые из них похожи на те, что используются в игре. Они могут лишь отличаться оттенком и другими незначительными деталями. И последний пункт также посвящен неиспользуемому контенту. На этот раз это различные фразы и диалоги. Начнем с чувака. Hey, don't blame me. I'm just being exploited by the man. I'm just a public service trying to do his job here. Эти две фразы должны были быть использованы как в миссии с коровами, так и на печально известной, но так и не увидевшей свет миссии с голубями. Могу предположить, что они случайным образом проигрывались во время этой миссии, как это было в миссии с коровами. Правда, не знаю, почему эти фразы там не используются. Эту информацию подтвердил Марфи Блэк, геймдизайнер из нового состава Running with Scissors. Hey, that fucker just stole my wallet. Что же, эта фраза говорит сама за себя. Однако, происходило ли такое в игре? Могло бы. Мы плавно переходим к очередной фиче, которая была написана для этого аддона, и которая спокойно себе лежит в файлах игры и не используется. I'm sorry. I don't think so. Очень похоже на поведение грабителей из оригинальной игры, за тем исключением, что такой грабеж мог произойти тогда, когда вы этого совсем не ждете. Hey, that asshole just swiped my nuke. Damn, I gotta get my nuke back. А вот эти фразы, судя по всему, тоже относятся к фиче, которую я до этого упомянул. Однако скрипта для этой ситуации в файлах не найдено. Причем это похоже на своеобразную миссию, которая могла бы происходить в тот момент, когда чувак в третий раз оказывается в Нижнем Парадизе. Предположим, у вас все-таки умудрились каким-то волшебным образом прикарманить ядерную боеголовку, и вы решили продолжить прохождение без нее. Вторая фраза тут же дала бы вам понять, что было бы неплохо эту боеголовку вернуть, не давая возможности продвинуться дальше. Учтите, я лишь предполагаю, как бы это сделал я. Возможно, идея и реализация состояли совсем в другом. Судя по названию и по интонации, это должно было использоваться при броске кувалды. Oh, my skull. The pain. Это одна из тех фраз, которые используются в моменты приступа головной боли у чувака. Именно эта фраза из 6 существующих не была использована. Hey, TV's Gary Coleman. Думаю, очевидно, что эта фраза должна была быть использована при встрече с Гарри Колманом. Учитывая, что мы можем повстречать его несколько раз за всю игру, возможно, именно это и повлияло на отмену этой фразы. Hey, former child star. Say that Willis thing. Эта фраза прямиком из прошлой концепции начальной катсцены. Ее чувак должен был сказать Гарри Колману. Вообще стоит отметить, что все фразы, которые использовались и не использовались в пререндеренных роликах, лежат в файлах игры, что намекает на то, что начальный ролик предполагался быть создан на движке игры. Вот еще неиспользуемые фразы из интро. Here's the bill. Эту фразу доктор должен был произнести в конце своего повествования. I wonder who would be so thoughtful. А это фраза чувака перед тем, как он начнет читать открытки. С интро покончено. Продолжаем смотреть другие фразы. Yeah, right. Ugly monster thing. I'm pretty sure that's not real.
but who am I to judge? Это одна из тех фраз, которые чувак произносит при виде галлюцинации в виде Гарри Колмана. Именно эта фраза из 4 существующих не была использована. I better get to Interactive so I can get my marketing on. Фраза, которая дает понять, что с этой боеголовкой нужно сделать. Возможно, она проигрывалась тогда, когда чувак отбирал боеголовку у того воришки, что умудрился ее у него украсть. There's my cash and a conveniently located power box. Эта фраза, как очевидно, должна была быть использована, когда мы добрались до регистратуры и обнаружили деньги с электрощитком. Эта фраза, кстати, была восстановлена в последнем патче 51.00. You guys are a dermatologist's wet dream. Ugh. Looks like there's no more room in hell. Damn, is there a psoriasis convention in town? You know, if you stop touching yourself, that'll clear up. А эти уникальные фразы должны были проигрываться при убийстве зомби. Странно, но в игровых скриптах эти фразы не были задействованы вообще, как нет и функций, которые бы отвечали за их проигрывание в нужный момент. Но нет худа без добра, ведь эти фразы были также восстановлены в последнем патче 51.00. Спасибо, Манфиксан! С фразами чувака покончено. Теперь перейдем к неиспользованным фразам различных персонажей. Go on, son. What are you waiting for? Grab that thing right out of there. It won't bite you. Эта фраза, как вы уже могли догадаться, могла бы воспроизводиться нашим боссом в миссии с коровами. И, как я предполагаю, если бы мы долго не вытаскивали молот из коровьей задницы, то босс мог бы нас поторопить. Правда, неизвестно, откуда бы он это сказал. Возможно, он бы находился на карте и следил за нашими действиями. Yes, that's it! Come to me, my furry little instrument of death! That's it! Kill! Kill! Эти фразы должен был говорить тот самый ученый, который подбирает кошку для дальнейших экспериментов. Однако при каких обстоятельствах, мне неизвестно. Могу лишь предположить, что этот самый ученый натравливал взбесившуюся кошку на своих коллег, и поэтому так радовался произошедшему. Not the face! Not the face! Эта фраза также принадлежит этому самому ученому, и на самом деле эта фраза все же используется в игре. Причина, по которой вы эту фразу не слышите, довольно проста. Ученый просто не доживает до момента произношения этой фразы. В иной ситуации это выглядело бы вот так. Nice kitty! Have some catnip! Not the face! Not the face! Nice job, dude. Looks like we got them all. Эту фразу произносит Винс после успешной зачистки особняка от зомби. В принципе, эта фраза проста для внедрения, поэтому я не понимаю, почему этого не случилось. Возможно, о ее существовании просто забыли. Помните конец миссии со слонами? Появляется защитник животных и после короткого монолога собирается атаковать чувака, но его тут же атакует слон. Как раз во время атаки слона этот несчастный защитник и должен был закричать. И да, возможно, вы подумаете, что он не кричит лишь потому, что он умирает до того, как это сделать, но нет, данная запись не была задействована вообще. В общем, как-то так. Я надеюсь, вам было интересно узнать немного больше о своей любимой игре. Не забывайте, Postal 2 таит в себе еще много интересного. Ну а я постараюсь тайное сделать явным. Спасибо за просмотр и всего вам хорошего.